Привет, кофеманы! Мы находимся в лаборатории SFT Trading, и тема нашего сегодняшнего видео – эспрессо. Нам удалось собрать 3 топовых коммерческих кофемолки и 2 ручных кофемолки, которые мы будем сравнивать между собой. Первая кофемолка в нашем зверинце от компании Linweber. Компания американская, и первый известный продукт, который они выпустили, была ручная кофемолка HG1, которая была ручная и имела жернова от Maser Robur. Она была очень популярная на западной кофеманской тусовке, потому что ты имеешь профессиональные жернова за относительно небольшую стоимость. Второй продукт, который они выпустили, это как раз кофемолка, которая у нас тут стоит, EG1. Это кофемолка с 80-миллиметровыми плоскими жерновами, отличается высокой точностью изготовления и является предметом огромного желания большинства кофеманов. И я думаю, что в России таких 1 или 2 штуки, не больше. То есть и вообще в мире они достаточно редкие. К слову сказать, стоит она примерно на $1000 дороже, чем якашки. Еще одна отличительная особенность, которая расширяет кофеманский опыт, это регулятор оборотов на этой кофемолке. То есть вы можете изменять ее в определенных диапазонах и смотреть, как от этого меняется помол и вкус эспрессо соответственно. Дальше у нас идут 2 якашки, значит, 2 они у нас неспроста, одна 43S, почти такая же, как у меня дома, только на короткой базе и последней модификации, а вторая это ЕК-43 кофе, предыдущей модификации. Значит, разница тут достаточно большая между ними внутренняя, хотя внешне они похожи, но прежде всего у них разные жернова. До 2018 примерно модельного года существовали модели с турки с жерновами и кофе жерновами, которые отличались заточкой. После турки жернова убрали, остались только кофе жернова, но входная ступень помола на них немножко разная. Соответственно, у нас тут есть новые кофе жернова и предыдущие кофе жернова, и мы можем сравнить, есть ли какая-то там разница, то есть и какие из них лучше. Это кофемолка с выровненными жерновами, этой кофемолке мы равняли жернова в прошлом видео, они достаточно ровные, поэтому состязание достаточно честное получится. Также у нас тут есть 2 ручные кофемолки, Kinu и Airgrind, они обе имеют возможность настраиваться под эспрессо, и мы попробуем сравнить их с топовыми кофемолками и понять, насколько принципиальна разница в чашке. То есть понятно, что смалывают они медленнее, но вот насчет качества нам интересно посмотреть. А варить мы это будем на кофемашине Sionessa Syncro со стандартными настройками. Тут 9 бар, мы не будем пользоваться предсмачиванием. И, соответственно, варить мы будем из 17 грамм закладки 34 грамма эспрессо. Рецепт мы будем настраивать сначала точно под 27 секунд экстракции, плюс-минус секунда. Мы будем заваривать по очереди эспрессо и давать ребятам, которые к нам пришли в гости, пробовать это и оценивать, соответственно, сравнивать. То есть пусть они выделят то, что нравится им больше всего. Кто-то из них профессиональный оценщик кофе, а кто-то нет. Поэтому состязание будет достаточно честное, и мы поймем, как бы, может ли домашний кофеман отличить то, что отличает профессионал или нет. Вот, ну погнали! Пришло время выводов, и начнем, наверное, с чисел, которые есть очевидные. Очевидно, что за вечер мы сегодня сварили более 50 чашек эспрессо. Очевидна методология, которую мы проводили. Мы варили 17 грамм помола на 34 грамма сваренного эспрессо. Пытались попасть во время где-то от 22 до 30 секунд и, соответственно, варили 1 чашку на человека. То есть у нас было 2 подопытных и небольшая группа, которые организовывали эксперимент. Мы на каждого подопытного варили по чашке и последнюю чашку пробовали все сами. Потом анализировали результаты. Результаты совсем не очевидные. Среди лидеров была белая якашка, черная якашка, Linweber и Airgrind. Люди пробовали разные шоты, и
очевидно определить победителя в этом тесте, и при такой методике невозможно 100%. В какой-то момент мы поняли, что вещи становятся слишком сложными, и попробовали подгонять ТДС. И это нас увело еще в большие дебри, и мы вернулись все-таки к одинаковому входу и выходу и за примерно одинаковое время. Один из выводов, который касается ЕК-43, в том, что, в принципе, две версии кофейных жерновов в чашке обладают схожими характеристиками, то есть шоты друг на друга похожи. Еще один очевидный вывод в том, что шоты из ЕК обладают стабильностью относительно друг друга, то есть один раз настроенная ЕКшка будет выдавать примерно одинаковое время экстракции. На Линвебере мы заметили девиацию во времени экстракции между шотами. У нас на одной и той же настройке помола варились шоты от 22 до 30 секунд. С чем это связано, мы так и не поняли. По крайней мере, они были разные, и тут как повезет. Несколько человек, которым повезло, отмечали шоты с Линвебера как самые вкусные. Соответственно, некоторые были недоваренные. Если сравнивать две ЕКшки и Линвебера, то из того, что можно сказать, что характер напитка разный. По крайней мере, несколько человек отметило то, что шоты с Линвебера были более легкие с точки зрения вкуса и тела, но более гладкие и, может быть, более дескрипторные. Но это очень тонкий вывод, который нужно проверять при более правильных условиях эксперимента, я считаю. Разница в чашке есть. Значит, разница разительная или какой-то из шотов был потрясающим? Нет. Разительной разницы нет. В тесте с ручными кофемолками, значит, выводы следующие. Однозначно говорить о том, что эспрессо с ручной кофемолки хуже, наверное, нельзя. То, что он другой, наверное, можно. Значит, те, кто пробовали эспрессо с ручной кофемолки, отметили, что шоты были более кислотные, но это как бы не минус. Они просто были другие, были более кислотные, то есть характер вкуса был немного другой. Шоты с Airgrind показались всем вкуснее. Шоты с Kinu при тех же таймингах были более кислые, менее балансные. Airgrind дома, как эспрессо-кофемолкой, пользоваться вполне можно. Выводы, которые не позволяют нам говорить сегодня об объективности проведенного эксперимента. Первое, мы тестили молки не вслепую, хотя ребята, которые пробовали и были в соседней комнате, они слышали краем уха, откуда проводится эксперимент. То есть, по идее, это должно делаться вслепую. Второе, после 2-3 чашек эспрессо любой дегустатор раскалибровывается, или как это сказать, устает. То есть, каждый следующий эспрессо после 3-й чашки это уже просто удар по рецепторам, и это невозможное страдание, притом он может быть спарен вполне нормально. Еще одна причина, которая не дает нам говорить об объективности, это то, что эспрессо делался не одновременно. То есть, так как шоты приезжали один за другим к дегустаторам, соответственно, на последних шотах они просто уставали. По-хорошему, это должны быть какие-то идеальные условия, когда 3 шота варятся при одинаковых параметрах одновременно и пьются тоже практически одновременно. Чего мы пока не знаем, как добиться. Так как однозначных выводов или каких-то удобоваримых мы сегодня не получили, значит, мы будем думать о том, как сделать тест более прозрачным, более объективным. Значит, один из критериев, наверное, в том, что дегустация должна быть слепой. Как решить вопрос с тем, что люди не могут пить несколько эспрессо подряд, остается открытым. Одно из предложений является в том, что нужно подгонять помол не под эспрессо, а под каппинг, то есть заваривание кофе в чашке. Это будет, наверное, более наглядно, но непонятно, как это переносится в мир эспрессо. Но то, что мы попробуем сравнить кофемолки в чашке, это факт, и это будет, наверное, тоже интересно и более наглядно. В любом случае, после теста у нас осталось больше вопросов, чем было до его начала. Вот, то есть теперь, можно сказать, немного запутались. И если у вас есть идеи и предложения о том, как объективно сравнить эспрессо с разных кофемолок, делитесь в комментариях. Мы обязательно это все прочитаем, с вами обсудим и сделаем все четко, если придумаем как. На этом все. Ждем ваших комментариев. До скорых встреч. Пока.